Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько событий, которые обсуждают и в Бундестаге, и в федеральных ведомствах. Расследование против депутата ХДС Христианско-демократического союза Каролины Бошбах набирает обороты. Прокуратура Кёльна проверяет возможное наличие фиктивных счетов и направила запрос о временном снятии неприкосновенности. Для партии это удар по репутации, и теперь под вопросом вся система контроля расходов. Но это только начало. Партия Сары Вагенкнех готовится к переменам. Возможно, уже скоро у нее появится новое руководство и даже новое имя. Почему сама Сара Вагенкнех не пришла на встречу и что происходит внутри молодой партии, расскажу буквально через минуту. А пока внимание приковано к заявлению министра внутренних дел Александра Домбринта. Он предлагает пересмотреть миграционную политику Германии и активизировать возвращение тех, чьи заявки на убежище отклонены. Спасибо всем, кто поддерживает канал подпиской и делится этим видео с друзьями. Итак, в Германии начинается расследование против депутата Бундестага от Христианско-демократического союза ХДС Каролины Бошбах. Прокуратура города Кёльна полагает, что Бошбах могла вместе с бывшим помощником оформить фиктивный счет-фактуру на сумму 2500 евро и таким образом нанести ущерб своему окружному отделению партии. По данным следствия, счет был выставлен в январе 2025 года за услуги в сфере соцсетей, которые якобы не были оказаны. Следственный орган уже направил в президиум Бундестага запрос на снятие депутатской неприкосновенности Бошбах, что является обязательным шагом для официального начала уголовного процесса. Каролина Бошбах, дочь бывшего политика Христианско-демократического союза Вольфганга Бошбаха, выиграла выборы в округе в начале 2025 года. Она настаивает на своей невиновности и заявляет, что вреда партии не было нанесено. Это расследование ставало поводом к вопросу о прозрачности финансовых потоков в политических партиях Германии и усилению контроля за расходами на избирательные кампании. Представители Христианско-демократического союза заявили, что предоставят все необходимые документы для проверки и будут сотрудничать с органами правопорядка. Следующая новость об изменениях в одной из самых молодых партий Германии. На выходных в Берлине прошла закрытая стратегическая встреча партии Союза Сары Вагенкнех. Основные темы – это смена руководства и нового названия партии. Создатель и лицо партии Сара Вагенкнех на заседании отсутствовала по состоянию здоровья. Ее представитель сообщил о возобновившемся заболевании. Во время совещания сопредседательница партии Амира Мохаммед Али заявила, что решение по будущей роли в Вагенкнех и по новому названию будет принято в ближайшие дни. Несмотря на отсутствие главы партии, руководство подчеркнуло, Вагенкнех остается в активной роли, но вопрос о повторной кандидатуре на пост председателя открыт. Кроме того, было объявлено, что аббревиатура BSW сохранится, однако расшифровка имени партии будет изменена. На участие в процессе поступило свыше 3000 предложений по новому названию, из которых 30 выбраны в короткий список. Окончательное решение ожидается на федеральном съезде в декабре. Партийное руководство также представило проект программы, в котором критика курса нынешнего правительства Германии Фридриха Мерца переплетается с требованиями новых политических форм и альтернативных моделей управления. Следующая новость связана с обсуждением миграционного курса в Германии. Министр внутренних дел Германии Александр Домбринт предложил усилить процесс возвращения граждан Сирии и Афганистана, несмотря на осторожную позицию дипломатического ведомства. По его словам, Германия должна вернуть людей, чьи заявки на убежище отвергнуты. Он отметил, цитата, «Речь идет прежде всего о тех, кто нарушил закон или представляет риск для общественной безопасности». Домбринт предлагает наладить дипломатические контакты с Дамаском и Кабулом для решения вопроса возвращения. По его плану, уже к концу 2025 года должны начаться регулярные выдворения из Германии. В свою очередь, министр иностранных дел Йохан Вадефуль высказал сомнения о возможности возвращения в Сирию из-за безопасности там. Тем не менее, Домбринт подчеркивает, что решение коалиции четкое, государство не может быть приютом при отказе в защите. Критики отмечают, ситуация в обеих странах остается действительно нестабильной, и международные обязательства Германии предполагают индивидуальный подход к каждому случаю. Правозащитники предупреждают, что массовое возвращение без гарантий безопасности могут нарушить международные нормы.
Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Германия ожидает очередной самолет с гражданами Афганистана, которым уже была предоставлена возможность въезда. На этот раз, внимание, около 1900 человек находятся в Пакистане и готовятся к перелету. Самолет из столицы Пакистана, Исламабада, должен приземлиться в Ганновере. Это уже 4-й рейс, я вам рассказывал, с афганцами с момента формирования нового правительства в Германии. Каждый из прибывающих получит официальное согласие на проживание в стране в рамках федеральной программы для особо уязвимых лиц. В предыдущем рейсе на борту были 14 человек, среди них семьи и дети. После смены власти в Афганистане Германия пообещала принять афганских граждан, включенных в списки при поддержке немецких властей. Однако нынешнее правительство объявило о приостановке таких приемов и уточняет, какие обязательства становятся юридически обязательными. Немецкие власти сегодня отмечают, что продолжают пересматривать существующие соглашения и тщательно проверяют каждого претендента. При этом прибытие новых групп вызывает дебаты. С одной стороны, это выполнение гуманитарных обязательств, с другой – усиление контроля и адаптация в системе иммиграции. И это только начало. Служба защиты Конституции Германии сообщает о росте подозрительных киберактивностей и возможных попытках вмешательства со стороны зарубежных структур. По словам главы ведомства Томаса Халденванга, зарубежные структуры активно развивают инструменты наблюдения дрон-технологий и киберактивность. По данным ведомства, зафиксированы попытки киберактивности, которые могут быть связаны с иностранными структурами, действующими через интернет и соцсети. По версии отчета, зарубежные структуры проявляют повышенный интерес к внутренним процессам западных стран, включая Германию. Особо внимание требуют объекты критической инфраструктуры, транспорт, энергетика, связь, где зафиксированы технические сбои, инциденты с данными и случаи повреждения оборудования. Халденванг отметил, что ранее инциденты были единичными, но теперь могут принимать более широкий и организованный характер. Правительство Германии Фридриха Мерца заявляет, усилит координацию служб, инвестирует в цифровую защиту и пересмотрит законодательные полномочия для борьбы с гибридными угрозами. А дальше еще интереснее. В Германии назвали этот уровень угрозы кибератак максимально высоким. Согласно последнему отчету Федерального управления по безопасности в информационных технологиях, граждане и компании входят в группу с повышенным риском. Внимание! Более 40% жителей страны уже сталкивались с попытками взлома или мошенничества, а средний ущерб составляет около 82 евро на каждого человека в год. Чаще всего злоумышленники используют фишинг, вредоносные программы и кражу данных. Эксперт подчеркнул, цитата, «Угроза исходит не только от криминальных группировок, но и от подпольных сетей, действующих за государственными рубежами. Федеральное управление по безопасности информационных технологий и органы защиты прав потребителей предлагают простые, но эффективные меры. Использовать уникальные и сложные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение, а при онлайн-покупках обращать внимание на безопасное соединение. Компании, в свою очередь, должны контролировать доступ к сети, шифровать данные и обучать сотрудников цифровой гигиене. Экономисты предупреждают, если не повысить защиту, Германия рискует потерять конкурентоспособность из-за слабой цифровой инфраструктуры. Сейчас важно не бояться технологий, а понимать, безопасный интернет – это часть повседневной ответственности каждого пользователя. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.